Привет из Беларуси! Сезон закончился, да здравствует сезон! Новый сезон 2024. Разбираю свои семена, смотрю, что тут будем с вами сеять, строю планы. Вы тоже не забудьте заглянуть в свои закрома, а вдруг там что-то заваляло, что надо давно-давно посеять. Надо обязательно перебирать к сезону все свои семена. С чего мы начнем с вами? Пожалуй, начнем с виолы. Виолу я сею крупноцветковую, есть два таких сорта, Мамонт и Колоссус. Беру по сортам, мне микс, раньше брала микс, но сейчас он мне не понравился, в последнее время очень много было белых таких, и они не хороши в продажах, надо всем яркие, поэтому вот беру по сортам именно. Виолу сеем рано, это крупноцветковая, она выращивается в однолетней культуре, поэтому где-то до 7 января надо успеть посеять, она тогда и зацветет. Ну, конечно, куда же нам без петунии? Вот у меня такая целая пачка. Да. Почему пакетики такие все одинаковые? Это профессиональные семена, минимальный объем здесь 100 штук. А так 250, если вот петуния, там лобелия, сальвия, 250, 500, 1000 штук. Беру всегда профессиональные семена, исключение некоторые многолетники. Из пакетиков для продажи ничего не сею, потому что ну, это как бы лицо, да, продавца, что у вас продукция должна быть качественной и очень красивой. Поэтому лучше всего брать профессиональные семена, какие-нибудь известные сорта. Что касается сортов петунии, то тут чисто субъективные наши предпочтения. Вот я люблю тритунию, кто-то там любит фалькон, кто-то там лимбо, допустим, любит. Это кто что. Значит, единственное, что обращаю ваше внимание, что есть сорта не только вот такой крупноцветковой петунии, но есть сорта, допустим, миллифлора с маленьким цветочком, тоже очень интересная петуния, ее можно выращивать в горшочках 1 литр, обильно цветущие. И есть мультифлора, современные сорта, которые часто используются в городском озеленении. Цветок меньше, чем у грандифлоры, но их куст дает больше таких цветков. То есть на квадратный метр их надо больше высадить. То есть вы можете посмотреть, да, сведения о петунии, выбрать какой-то сорт, который вам подходит. Лобелия. Лобелию сею всегда, каждый год. Это неизменно такой популярный цветок, потому что лобелия поражает своим цветением. Это сплошной синий ковер, листьев не видно, цветет до самых морозов. Я беру сорт Ривьера Марин Блю. Это обычная кустовая лобелия, но поверьте, что в горшке она смотрится тоже замечательно. Целозия. Вот если никогда не выращивали, попробуйте выращивать вместе со мной. Она несколько капризна, конечно, но зато сразу из маленькой рассады она идет с цветочком. Этот цветочек растет вместе с самим растением. Есть целозия гребенчатая, есть целозия метельчатая. Но для меня гребенчатая имеет несколько такой инопланетный вид. Да? Поэтому я люблю больше метельчатую. Вот беру сорт Glorious. Glorious Mix. Очень яркие цветки, оранжевые, желтые, красные, розовые. Попробуйте, да, вот этот цветок. Сальвия. Я беру сорт Ready, он зацветает быстро, поэтому рано его сеять не нужно. Но вообще теперь современные сорта сальвии, они все очень красивые. Они невысокие и обильно цветущие. Если вам вдруг надоел красный цвет сальвии, то учтите, что они есть абсолютно разных расцветок и даже двуцветные. Обратите внимание вот на сальвию. Она легкая в выращивании. И очень обильно цветет, особенно для таких полузатененных мест, да, немножко притененных мест, не на ярком солнце. Бегония. Бегония вечно цветущая. Беру сорт Бада Бум, это сорт с таким бронзовым листом. Скарлетт, Пинк и White беру. Скарлетт беру больше в 2 раза. Это ярко-красная, она пользуется хорошим спросом, поэтому ее вот больше сею. Я ее сею и продаю в кассетах. Теперь специально купила 40-е кассеты, чтобы растение было побольше. Это позволяет конкурировать и продавать ее дешевле и быстрее. Ну и меньше работы, конечно, с ней. Так, далее у нас с вами гацания, конечно, ну куда без гацании. Растение длительного выращивания, где-то 3,5 месяца вам понадобится. Семена тоже не дешевые, но растение замечательное. В этом году взяла микс
Кис-микс взяла. Тут и розовая тоже есть. Пусть цветок и не такой крупный, как, допустим, у сорта Big Kiss, но зато окраски разнообразные. Остеоспермум взяла Акила. Гранд Каньон микс. Тоже уже брала в прошлом году. Очень понравился. Очень яркий микс. Разнообразные расцветочки были. И растение такое, знаете, дорогое в продаже. Поэтому не ошибитесь в цене, которую вы на него поставили, а то будет продавали, веселились, посчитали, прослезились. Дорогие семена. Выращивать 4,5 месяца. Поэтому растение довольно дорогое в продажах. Вербена. Взяла Obsession, сорт Obsession Mix. Раньше больше выращивала вербены, потом я от нее отказалась, а теперь решила опять к ней вернуться. Так что будем с вами с вербены. У вербены период проращивания семян, самый первый, он такой более ответственный. Там надо снижать влажность обязательно. Ну, в общем, видео тоже есть на канале, можете посмотреть. Бегония. Кроме вечно цветущей бегонии, я, конечно, выращиваю и клубневую, поэтому если вы любитель клубневой бегонии, хотите ее вырастить из семян или задумали только начать это делать, присоединяйтесь. Я бегонию выращиваю каждый год, 2 сорта обязательно из семян. Это ампельная Illumination и Non-Stop Mokka. Тоже видео есть на канале, можете посмотреть, что за сорта. Non-Stop Mokka — это с бронзовым листом, махровый такой крупный цветок. И, в принципе, Illumination тоже очень обильно цветущая бегония, поэтому, если хотите выращивать, присоединяйтесь. Что еще будем с вами выращивать из многолетников? Вот, не пропустить нам. Ампельную петунию, только остатки у меня есть, я ее вот посею, а так больше заниматься не буду, для меня это невыгодно. Я беру европейский черенок вегетативной петунии, там больше разнообразия, там можно черенковать, как-то уменьшать себестоимость, а семена дорогие и в горшках выращивать, не в больших, для меня это нет смысла, лучше покупают все-таки у нас вегетативную. Каждый рынок, он по-своему, диктует свои условия, поэтому я вот так перехожу уже на вегетативку. Значит, что будем выращивать с вами из многолетних? Гайлардия, 2 сорта. Аризона Apricot, Аризона Sun. И что касается гайлардии, мне больше ее нравится выращивать из семян, именно для продажи. Кустик получается очень аккуратный, она зацветает в первый год. Семена у меня еще прошлогодние, не тратилась на них, поэтому можно вполне вырастить. Армерия, сорт Armada Rose. Немножко осталось семян, но у меня есть еще маточные растения на грядке, поэтому не знаю, буду ли я сеять, но армерия у меня будет точно. Если что-то плохо перезимует, но ее надо рано посеять. И вообще она плохо всходит, армерия. Я вот несколько лет ей занимаюсь. Семян много, а получается выход не ахти какой. Так, платикодон собрала свои семена в этом году. Высушила все как положено, коробочки оставляла, самые большие, остальные убирала. В общем, у меня был платикодон белый, но знаю, что могут получиться расцветки разные. Попробую, покажу вам, что получилось. Так, абриета. Абриету я посеяла летним посевом, поэтому не буду весной с ней заниматься. Уже у меня стоят кустики в горшочках 200 мл в теплице, пережидают зиму. Вообще абриету лучше выращивать так, чтобы она перезимовала, тогда более обильно цветет. Алисум скальный, тоже вам показывал, что вырастил уже рассадой. Очень легко выращивается, примерно 2 месяца, наверное, до цветения. Надо, рано сеять не нужно, может любой вырастить. Вот такой пакетик купила в магазине, очень много получается из одного пакетика, даже второй не открывала. Хочу вырастить тысячелистник. Тоже купила просто в магазине, он у меня как-то был, но долго не жил у меня. Был ярко-красный, я его купила просто на рынке. А тут, смесь попробую вырастить, какой получится. У меня был такой простой желтый тысячелистник. Конечно, расцветки хотелось бы разные там найти. Посмотрим, что получится. И еще канифофия. Выращивала когда-то для себя, как любитель. Очень интересное, необычное растение. Зацветает в первый год, но надо через рассаду высадить. То есть посеять надо рано, желательно под подсветкой.
Но единственный недостаток, нефофи у нас плохо зимует. Бывает зиму, что она вымерзает. И вообще современные все многолетники, они не всегда долго живущие. Их время от времени надо возобновлять из семян. Вот такие у меня планы на сезон 2024. Если у вас похожая ситуация, присоединяйтесь, будем вместе сеять. Конечно, я буду сеять рано, я буду сеять в январе уже активно. У меня есть подсветка, я занимаюсь продажами, мне нужно к сезону, чтобы все цвело. Если же вы выращиваете для себя, то и подсветки у вас нет, можете начать с середины февраля на подоконнике, и все успеет у вас зацвести. И все вы вырастите даже из этого вот ассортимента. Если же вы хотите уже что-то начать выращивать, то уже можно сеять клубневую бегонию. Но, конечно, тоже с подсветкой, не забывайте об этом. Мы с вами не можем вырастить в наши такие темные дни растения без дополнительного освещения. Заходите на канал, если видео нравится, подписывайтесь. Ну а мне пора прощаться. До свидания, надеюсь, до скорого.